Тема 808. Картошка с посланием. Этот бизнес мог появиться только на Западе, с его любовью к абсурдам, вследствие пресыщенности изобилием и развитыми социальными сетями. Один молодой человек, Алекс Крейг, решил воплотить в суровой реальности возможности виртуального твиттера, пересылку коротких сообщений. Он принимает заказы на рассылку по США картофелин с написанным на них короткими сообщениями до 100-140 знаков. Саму картофелину складывает в специальный пакетик с подписанным адресом. Картошка с посланием отправляется анонимно. И стоит такая услуга от $8 до $10, в зависимости от размера картошины и количества помещаемых на нем знаков. Заказы он принимает с сайта PotatoParcel.com, который основной трафик, 86% от 160 тысяч пользователей в месяц, получает исключительно с социальных сетей, и желающих отправить почтой картошку с посланием с самого запуска проекта в мае 2015 года оказалось настолько много, что создатель бизнеса зарабатывает примерно $10 тысяч в месяц. Интересно то, что вложений почти никаких, кроме создания сайта и подключения платежной системы. Но в интернете достаточно недорогих стандартных услуг для этого, так что эти затраты не очень высокие. Принимать заказы, подписывать картофелины и рассылать их вполне может один человек, как это делает сам Крейг на видео внизу. Когда-нибудь этот бизнес, возможно, сдуется, как все бизнесы, создаваемые из воздуха, но небольшой ручеек дохода все равно останется, если автору он не надоест. Тем более, что про него напишет еще не одно СМИ. Еще долго будут вестись разговоры на тему, как очередной предприниматель сделал бизнес на тупой идее. Ссылки на этот сайт еще долго будут появляться в интернете то на одном сайте, то на другом. Так что автора можно поздравить, его идея сыграла. Почему идея сыграла? Мне кажется, все благодаря дурацкой форме картошки. Во-первых, получить такую картофелину в подарок уже прикольно. Во-вторых, как-то нелепо смотрится сама надпись на картошке, ведь ее еще никто до этого не использовал как способ передачи послания. Это как выгравировать черепа на деревянной скалке. Читайте историю, как домохозяйка из Литвы зарабатывает на подобных скалках по $12 тысяч в месяц. Поэтому на самом деле идея этого бизнеса не такая уж и тупая, а очень грамотно просчитанная. Почему? Информацию о новом сервисе его автор отправил сразу на Reddit.com, сервис, где собираются жадные до абсурдных новостей пользователи. И те постарались, разнесли ее по всему интернету, откуда информация добралась и еще доберется до крупных СМИ. Главная страница сайта самого проекта заполнена новостями из социальных сетей о новом необычном сервисе и его создателе, который на своей тупой идее зарабатывает по $10 тысяч в месяц. Эти новости размещены внутри ярких желтых прямоугольников. Это создает дополнительный ажиотаж вокруг проекта и дополнительно его раскручивает. Вспомните советские времена, когда в эпоху дефицита люди сбегались туда, где собиралась очередь, и покупали даже то, что им не было нужно, просто за компанию, под воздействием психоза толпы. Уже сейчас автор работает над расширением бизнеса и на другие страны, в частности, на Канаду, Великобританию и Австралию. Он не сделал этого сразу, потому что, наверное, нельзя, как нельзя из России отправлять почтой на Украину фасоль или слишком дорого рассылать картошку международной почтой. Тем самым пытается опередить своих возможных клонов в этих странах. А клоны уже начали появляться, но всех их ждет неуспех. Потому что нельзя одним и тем же удивить дважды. Какие выводы можно сделать из этой истории? Хотите заработать на Западе? Постарайтесь его удивить. Не создавайте клонов, создавайте что-то свое. Пиарьтесь в социальных сетях, в том числе умело используя возможности таких сервисов, как Reddit.com, BuzzFeed.com и других. Попасть в топ в них, значит, сделать уже полдела. Все остальное, создание сайта, подключение платежных систем и качественное обслуживание клиентов, дело техники не представляет особой сложности.